Hey, Let's Play с вами, и это Sky News. Вау, более 400 лайков, и это всего за 4 дня. Спасибо. Вы очень постарались, и мы ответим вам тем же. Сегодня для вас мы подготовили подробную историю войны, которая уже охватила как минимум половину нового Эдема. Но прежде чем мы начнем, хочу отметить несколько мелочей. YouTube Sky News преодолел отметку в 4000 человек. Ура! Telegram наконец перевалил за 1000 подписчиков. Ура! А знаете, где еще 1000? В Дискорде. Ура! Ребята и девчата, продолжайте в том же духе. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наши соцсети. Спросите зачем? Да ладно. Вы ведь заметили, насколько эти действия ускоряют выход новых роликов и статей. Вместе мы сила, а ссылки ищите под видео. Всем привет, с вами Марго. По итогам прошлого выпуска Александр Волк разбогател на 500 миллионов исков. Хочешь так же? Следуй условиям из 19-го выпуска, и уже через 3 дня ты сможешь выиграть 500 миллионов. Ну что, мы начинаем. А с вас 450 лайков. Я знаю, вы точно на это способны. Внимание на карту. В верхней части Федерация Silent, которая владеет регионами Бренч, Теннел, Деклейн и Фейт. Слева живет коалиция Пантеон в регионах Фонтейн и Делф. Двигаемся дальше против часовой стрелки. Период Бейзис, Парагон Соул, Изотерия и Фейта Болис принадлежат Федерации Генезис. Омист и Деторит за SCG, а в Тенерифис проживают ACR. Инстмазер и Скальдинг Пасс владеют Void. Wicked Creek за OG, Вейменсия NEC. Catch 22 в Catch и RM в Cash. Veil of Silent и Tribute за No Please Stop. Остался Querios, которым владеют ХХСС и ХБГР. А теперь новость. 25 сентября Федерация Silent объявила войну коалиции Пантеон. Карта выше была показана не просто так, ведь пламя битв горит в регионах Delph, Querios, Fontaine, Purblind, Fate, Decline, Tribute и Veil of Silent. Теперь ты точно знаешь, куда не стоит соваться в ближайшее время на своем новеньком краб-мобиле. Накануне этой войны, когда страсти уже были накалены до предела, но все еще не была известна точка невозврата, мы решили задать несколько вопросов лидерам ее потенциальных участников. Редакция решила выяснить, какие цели стороны ставят перед собой и каким видит итог надвигающегося противостояния. Федерация Silent заявляет, что нет лучшего противника, чем самый сильный. Со слов представителя Федерации Нигилиста, они готовы сражаться с таким врагом, как Пантеон, чтобы в скором времени новый Эдем вернулся в состояние активных сражений. Именно это должно вывести пилотов на новый виток развития их навыков. No Please Stop сообщает, что готовились к этому событию около 3 месяцев. Полное перераспределение ролей и ресурсов на карте, падение старых империй и рождение новых. Вот какие главные задачи ставит перед собой No. По словам их представителя культа, им не нужны тонны ресурсов и огромные территории. Им нужен баланс, и они готовы всегда атаковать тех, кто этот баланс нарушает. Представитель Федерации Генезис Мама Рекс сообщает, что она не заинтересована в войне против Silent Федерации. Если придется, то она будет стараться развернуть навязанную всем войну к источнику проблемы, судя по всему, намекая на альянс No. Генезис готовы принять бой и подчеркивают, тот, кто останется в конце, все равно проиграет, как и мы все. Потому что эта война уже прошла путь от боев ради забавы до полного уничтожения множества игроков всего за несколько дней. Эта война распространилась не только на половину космоса, но и рынок игры, а также в соцсети. Будьте осторожны, доверяйте только проверенным новостям и относитесь критически ко всему. Теперь мы удаляемся за кадр, чтобы рассказать и показать вам основные события прошедшей недели этой войны. Итак, вечером 25 сентября Федерация Silent в сотрудничестве с альянсом No Please Stop нанесла первый удар по территории Пантеон, к которому в защите присоединились их союзники Федерация Генезис. Каждая из сторон насчитывала более 500 пилотов по всей зоне боевых действий, которая охватила несколько регионов, где центром конфликта стал Фонтейн. Результатом первого дня по заявлению Сайлентов стали 14 арморных и 2 структурных таймера цитадели Панген. Однако крупных столкновений удалось избежать. Задачей на 26 сентября стали арморные таймеры, сгенерированные предыдущим днем. Бои начались с самого утра. Флоту No Please Stop сначала удалось уничтожить небольшой флот Генфет в системе К-4, а затем защитные флоты пантеонов Delph и Querios, а также флот Catch 22.
но у границ Quarius-Delph регионов их остановил флот Панген. В системе D4 регион Фонтейн Федерация Генезис не оставила шансов пилотам из НОУ на гиперворотах Хоп-Хип. Локал на этот раз почти преодолел отметку в 300 кораблей. Наемники решили не принимать бой, будучи в меньшинстве, и отступили. Однако небольшая часть флота НОУ все же решила броситься в пекло. Случайность или же часть замысловатого тактического хода? По заявлению Федерации Генезис, это хорошо отыгранный бабл-трап. В это же время Сайленты своим тяжелым флотом столкнулись с контрфлотом Пантеон. Соотношение было почти равное – 150 Пантеон против 180 Сайлентов. По словам защитников региона, Сайленты использовали гиперворота для защиты логистов, однако назад так никто и не вернулся, ведь по ту сторону их ждала засада Федерации Генезис. Результат – флот ССH был разбит, а таймеры спасены. Точка прорыва в регионе Фонтейн была защищена, нападающие отступили. 27 сентября Сайленты и НОУ вновь пошли в наступление. Задача предыдущего дня оставалась актуальной. Флот Пантеона сформировался в Дельф и Фонтейн для защиты своих таймеров. Однако Федерация Сайлент обошла флот защитников и двинулась в регион Quarius, где встретилась с альянсом НОУ и нанесла серьезный удар по тяжелому флоту Генфет сразу с двух сторон. Генфет в этой битве понесли значительные потери. Далее нападающие двинулись вместе вглубь территории Пантеона. В системе IR цитадель альянса БУП лишилась брони без особого сопротивления. Затем в системе 9R4 лишилась брони цитадель альянса БИР. Рой перехватчиков Панген вскоре прибыл к цитадели, но боя не произошло. Вместо этого Цептофлот присоединился к тяжелому флоту Пантеон в системе PN, где и случился финальный бой этого дня. Флот Панген был уничтожен. Этого же дня в системе 1NJ регион Period Basis Федерация Генезис успешно отстояла цитадель корпорации Орг. Локал в пике достигал около 180 пилотов. Нападающим из альянса НОУ во главе с Тахини удалось заполучить хороший бой. Однако главной цели заполучить не вышло. Цитадель успешно восстановила щиты. 28 сентября планы Сайлентов были скомпрометированы. Пангену удалось раньше занять желаемую позицию. Далее последовала короткая игра в салочки или, если хотите по-евовски, прыжки, которая привела к почти что 7-часовой битве флотов. Многочисленные стычки проходили в ключевых областях регионов Quarius и Фонтейн. Финальное сражение произошло в системе YR, примерно 250 Панген против 190 Сайлент и НОУ. Битва продолжалась около 2 часов, обе стороны несли огромные потери, однако флот Пантеона в итоге был вынужден покинуть грид из-за потери логистов и ключевых пилотов, несмотря на превосходство в численности. Именно эта пауза дала возможность Хонг начать процесс энтозиса, захвата цитадели врага. Тем временем подкрепления с обеих сторон спешили в систему на перегонки, пытаясь по пути помешать друг другу достигнуть заветной цели. Пантеон вошел в YR, когда до конца таймера захвата оставалось менее 30 секунд, но не успел. Им помешали бубли, установленные всего в нескольких сотнях километров от станции. Потеряв цитадель, флот защитников немедленно развернулся и попытался покинуть систему. Началось классическое преследование и новые стычки. На пасашок были снесены щиты у цитадели Марс в соседней системе от LA. 29 сентября в регионе Джиминейт пала цитадель Генфет, которая числилась за Федерацией еще со времен Золотой Орды. Объединенные силы Ноуплестап и Сайлентов прибыли на место встречи раньше Панген. Поэтому цитадель Генфет была уничтожена еще до прихода флота оппонентов, чему способствовала расстановка множества бублей на их маршруте к станции. Однако Панген не развернулись. Все случилось у гиперворот. За 15 минут силам Панген удалось нейтрализовать вражеских гвардов и логистов, что вытеснило флот НОУ и СХХ из системы. Сражение было проиграно. Позже в этот же день Пантеон уничтожил цитадель Сайлентов в Фейде. Сайленты присутствовали на защите, но проиграли бой и отступили. Утром 30 сентября объединенные силы Сайлентов и НОУ захватили еще одну цитадель Панген в этой войне. Структура, принадлежавшая альянсу ВТФ в системе 3WE, перешла под контроль корпорации Кофр из альянса НОУ. Панген решил не защищать структуру, так как имел недостаточно людей в данное время суток. Именно здесь 26 сентября Панген развернул домой тяжелый флот нападающих и не позволил им попасть в сердце Фонтейн. Этот факт указывает нам на стратегическую важность данной системы в войне. Вечером того же дня объединенные силы Сайлентов и НОУ установили кемп в системе К4, что сильно замедлило форм флота Панген. В это же время Пантеон сформировал свои флоты в системах Явол, Нол и Нед.
жители Севера начали движение и вступили в бой с русским флотом «Пантеон», который был уничтожен до прибытия основных сил. Затем флот и Панген объединили свои силы в системе 9 GNS, и снова случился бой, который длился несколько часов. Для жителей Москвы настало 1 октября. За это время Панген удалось уничтожить 2 крыла флота Федерации Сайлентов, а также значительную часть основного флота НОУ. Однако хул цитадели корпорации QRM пал. Пантеону удалось снизить процесс интозиса до 50, а затем интозисные корабли закончились, так же, как и топливо у их логистов. Панген был вынужден отступить, сохранив большинство своих тяжелых кораблей. Чуть позже цитадель все же была захвачена альянсом Бот-5, который входит в состав Федерации Сайлент. Обе стороны сообщили о черных экранах и массовых дисконнектах. Подтверждаю, наблюдал воочию. Видеоряд говорит сам за себя. Около 40 минут я вообще не мог совершать никаких действий, не говоря уже о съемке. Дроны. 2 октября флот Сайлент Федерации и NoPlus уничтожили вторую цитадель в уже известной нам системе 9R4, которая принадлежала альянсу БИР. В этот день Панген занял позицию в одном прыжке от цитадели, которую предстояло защищать. Поэтому Сайлент и No нападать не торопились. Было принято решение разделить флот Панген провокацией. Рой перехватчиков отправился атаковать цитадель, на что Панген не смогли не ответить и отправили часть своих сил на защиту. После этого Сайлент и No вошли в систему. Потери были значительными, однако им удалось вырваться из бублей и дотопить до станции, чтобы ее уничтожить. После завершения боевой задачи отступление не было гладким. У ворот снова случился бой. Позже в тот же день произошло еще несколько стычек за таймеры цитадели Панген, но больше ни одна из них не увенчалась успехом. На 3 октября Панген запланировал атаку на регион Vale of Silent Geminate, где находятся структуры NoPlus. Однако защитники собрали значительно больше кораблей, поэтому Панген решили в бой не вступать. На этот раз погони не случилось, так как последовала контратака на регион Пантеона Делф. Целью были 2 арморных таймера. Флоты Сайлентов и No разделились, чтобы одновременно нанести удар по таймерам в системах YO и 8W. Нападающим пытался помешать флот перехватчиков, которые вели преследование до самой Империи, однако серьезного ущерба нанести не удалось. Результат – 2 новых хуловых таймера. Примерно в это же время часть флота Панген вошла на территорию Сайлентов. Серьезного ущерба нанести не удалось. 4 октября нас порадовала крупнейшая операция с момента начала войны. Система К-4, где настало время структурного таймера цитадели Генезис, насчитывала почти 700 кораблей Панген, 270 из которых были линкорами. Часть нападающих успели занять позицию в системе еще до начала операции, чтобы мешать противнику формиться. No и Сайленты снова пошли на тактический ход, ведь в регионе было еще 3 потенциальных таймера структур. К-4 очень важна в этой войне, однако 700 кораблей – это не шутки. Сначала флот Сайлентов на воротах Нет своим присутствием не давал покинуть позицию защитникам К-4. Затем флот перехватчиков смог приостановить таймер в К-4 на 45 минут, а No тем временем захватили цитадель Happy Bees в системе PF. Цитадель теперь принадлежит корпорации Pew, а К-4 успешно восстановила броню и щиты. Панген также не теряли времени зря. Небольшой флот отправился на север в земли Сайлент Федерации и сняли щиты с нескольких цитаделей в регионе Фейт. Флот защитников среагировать не успел. 5 октября флоту Сайлентов и No удалось уничтожить цитадель Пантеон в системе 49U, регион Квериус. Следом на повестке дня была защита ранее захваченной структуры Хонг в системе YR. Битва произошла у Гиперврат. Обе стороны несли значительные потери, и тут флот Сайлентов и No оказался заперт бублями прямо у станции YR. Было принято решение докнуться, чтобы спасти флот. Подкрепление не успевало вовремя, и нападающим северянам пришлось отступить. Цитадель YR была отвоевана. Занимательные факты о войне. Так как Сайленты перешли на дроновую доктрину для координации с альянсом No, Панген незамедлительно ответил массовой скупкой дронов, что привело к значительному повышению цен. Такая же судьба коснулась больших нейтрализаторов энергии и РИК на ускорители. Цена последних достигала 90 миллионов исков за штуку. Это связано с тем, что регионы, богатые на риги навигации, находятся под контролем Пантеон. Это первый случай экономической войны в ИФ-Экос, которая медленно набирает свои масштабы и пока что не оказывает серьезного влияния на рынок серверов. Посмотрим, что будет дальше. Мы физически не успеваем обозревать все стычки, о которых получаем информацию, а ведь есть еще те, о которых мы не знаем.
Эта война охватила слишком много регионов, поэтому в выпуске были затронуты лишь крупнейшие события, которые нам удалось проверить на достоверность у обеих сторон военного конфликта. Чуть не забыл. Большое спасибо и привет нашему новому редактору Ирине Котофей. Не беспокойтесь, Марго тоже никуда не делась. У нас теперь 2 редактора, а значит мы ждем от вас в 2 раза больше новостей. Больше контента, богу контента. Что-то еще забыл. Костик 9000, с днем рождения!